Всем привет! У нас вчера и сегодня потеплело. Сегодня плюс 10. Кажется, сейчас посмотрим. Да, плюс 10. Вчера было тоже, даже плюс 12 было днем. Не сказать, что прям яркое солнышко светит, но тепло, хорошо. Можно ходить вот в такой тонкой курточке. Мы сейчас идем в центр города. На рынок хотим зайти. И вообще прогуляться. Я обожаю свою лоджию. Это такое окошечко на улицу из квартиры. Вот. Когда теплое время, тут очень приятно посидеть, попить кофейку. Ну, сейчас зима еще продолжается. Вот. Я смотрю, у нас тут живность с улицы обзавелась, такие как паучки называются. Сейчас мы их немножко будем погонять. Вот такую штучку, не помню, как она называется. Купили в китайском магазине. Стоит она что-то там 100 с чем-то динар, недорого. Ну вот, кстати, не очень. Она вот у нас стены такие шершавые, и она не очень хорошо собирает паутину. Придется, наверное, залазить на стульчик, вставать и как-то губкой, что ли, тряпкой. Да, слабенько собирает она. По гладкой стене хорошо, а по такой вот шершавой не очень. Вокруг нашего дома пока вот такая ситуация с асфальтом. Вот возле того дома положили плиточку. Красота. Возле нашего просто узкий кусочек асфальта. И дальше стоянка. И все. А там вот такая красота с плиточкой. Но у нас территория, она в процессе стройки. Конечно, скорее всего, я очень на это надеюсь. Здесь дальше что-то сделают. Вот этот участок. Вот, просто так не останется. Но пока вот в таком виде. Вот щебенка. В общем, вот так вот. Ну, там стройка прям совсем идет. Здесь грузовые машины проезжают мимо. Проезжали. Вообще, я хочу сказать, что дом рядом с нашим домом, как бы вот строятся дома, вот прям напротив нас строился, вот это строится. Как-то это все происходит очень-очень тихо. Мы стройку не слышим вообще. Ну, максимум вот машина может проехать. И то, ну, я говорю, нам абсолютно не мешает. Как-то это совсем не мешает. Не слышно. В общем, наши вот эти проезды, они не асфальтированные вот в таком виде. Где-то щебень, где-то земля. А дальше там вот туда вниз, там уже нормально асфальтированная дорога. В общем, у нас все в процессе таком облагораживания. Вот, кстати, этот дом, то, что я сейчас показала, вот он строится. Вот к нему есть пояснение, в каком году его начали строить, в каком закончат, адрес. Наверное, скорее всего, там есть застройщика контакты. То есть, если кому-то интересно, вот пишите, звоните. На нашем, грубо говоря, пятачке стоят уже 5 домов. Вот, кстати, у соседнего дома, похоже, это парковка подземная. Я даже не знала, что она есть. Ну-ка, пойду схожу, посмотрю. Ну да, это парковка. Здорово. Вот это я. Я только сейчас знала об этом. Угу. У нас в доме нет. Вот эти 2 дома были уже давно построены. Наш не так давно. Этот вообще только-только сдался, заселяется. И еще вот этот строится в процессе. Симбиоз частного сектора и таких вот домов многоквартирных мне очень нравится. Хочу обойти вокруг этого дома нового новостройки, посмотреть, что там. Потому что оказалось, что я даже не видела, что у них есть подземная парковка. Вот тут, наверное, тоже что-то они будут делать еще, потому что земля вот так вот срезана, и вот такой бордюрчик сделан. Ну, что-то, наверное, будут делать, чтобы земля сюда не съезжала.
такой вот выход. Не знаю, что здесь будет. Может, это что-то коммерческое, потому что дверь прям... И вот посмотрите, как рядом частный дом. Его двор просто вот весь как на ладони. Вот собачка бежит, наверное, сейчас будет лаять. Лаять. Ну не лай ты, я сейчас уйду. Не лай, малышка. Хорошая. Что-то там такое. Нет, здесь больше ничего нет. Причем 2 двери и выход прямо на улицу. Неужели это квартира? Хорошая собачка. Обычно собаки все начинают сразу лаять. А это не стала лаять. Умничка. В округе там раздолье. Вот этот был еще совсем недавно котеночком маленьким. Подрос уже. Какая у нас соседка лает. Лает. Скучают, ушли хозяева. Вот так выглядит эвакуатор в Сербии. Называется это служба. Шлёп-служба. Вот. В общем, не паркуйтесь где не нужно, иначе вас могут отшлепать. Как-то так. В Сербии стоматологий частных очень-очень много. Вот возле нашего дома, где я делаю, и буквально, наверное, в 50 метрах еще одна стоматология. Вот так. Вот так она выглядит. И здесь написано, что снимай зубов и велится. То есть делают снимки. Там, где я лечу, там только лечат. А вот в этой стоматологии рядышком еще можно сделать снимок. Вот так вот выглядит частный бизнес. Стоматология в доме, в жилом. Вот задний двор. Видно, там машина стоит. Люди живут. И вот здесь, вот этой вот лицевой части находится стоматология. Причем, напоминаю, с оборудованием, которое делает снимки. Вот так вот топятся дровишками. Под лестницей лежат дрова. Такие классные такси в Сербии. Во всяком случае, в городе Ниш. Электрички. В нашем районе вот это все многоквартирные дома. Очень большой район. Но центрального отопления там нет. То есть там люди топятся. Кто чем. То есть, понятно, не дровишками, но электрическое отопление. То есть это либо ТА-печи, либо это кондиционеры, которые инверторные, либо это, как у нас, отопление от электрического котла. Центральное отопление в городе Ниш есть только в центре города, небольшой райончик. В общем, я точно не знаю, сколько улиц, но немного. Да, в общем-то, как по мне, так оно и не нужно. Оно обходится дороже. Если я могу регулировать как-то свое отопление, сколько я потрачу, больше, меньше денег, то центральное отопление регулировать невозможно. Вам просто приходит стандартный счет на определенную сумму. И сколько вы там тратили, не тратили, это не зависит. И, по-моему, они, если я не ошибаюсь, платится такое центральное отопление круглый год, вне зависимости, лето это или зима.
Какой домик интересный, узенький такой совсем. А вон там, перед горами, получается, не знаю, конечно, наверное, по камере не особо будет видно. В общем, вот до тех частных домов, которые на горе, вот, да, немножко ее видно сейчас, проходит основная трасса, которая идет от Ниша до Белграда. Вот по ней, если нам нужно в Белград, на автобусе, на машине, мы едем в Белград. Да, вот такое тоже встречается. Какое-то интересное здание такое. Типа кафе, что ли. И все поломанное, побитое. Кстати, оно архитектурно достаточно действительно интересное. Но все разрушено внутри. Написано, что это ресторан Леон когда-то был. Здание шикарное само по себе. Не знаю, по какой-то причине им никто не занимается. Ну, в России тоже таких масса зданий. Ниш из камушков сделано. Это какой-то магазин мягкой мебели. Вообще здесь эта улица очень интересно устроена. Это прям яркий пример малого бизнеса в Сербии. Здесь все дома построены так, что фасад это какой-либо бизнес, магазин, что-то еще. А дальше туда, в глубину от улицы, это идет просто жилой дом. Там просто люди живут. Но все фасады вот такие. Салон ковров, вот, салон тепиха. Это ковры. Я знаю, что по-сербски ковер-тепих, потому что я его уже купила домой. Какой-то маркет на противоположной стороне. Чутура маркет. А на противоположной стороне вообще все интересные дома такие. Они чем-то похожи, но вот я сейчас понимаю, чем. То есть у них почти у всех есть колонны
похожие фасады. Они, конечно же, все разные, но есть определенные архитектурные какие-то части, которые одинаковые. Поэтому смотрится это достаточно цельно. И все, что я уже сказала, все, что вот это фасад внизу, это какой-то бизнес. Чаще всего магазины. Ну, не всегда. Вот магазин «Идея» на этой стороне. Это спортивный центр «Чаир». Там раньше, дальше частный сектор просто. Идем дальше. Какие елочки. Красавицы, ровненькие. А какие дома. Ну как вам дома? Кто хочет зарабатывать, тот может зарабатывать. Смотрите. Обожаю вот эти живые изгороди из туй. Это просто супер. Как они мне нравятся. В такие моменты я очень хочу свой дом, а не квартиру. Очень красивые дома, очень богатые. И красиво все оформлено, живые изгороди из туек, просто супер. Ну вот, машинка Lexus, например, рядом припаркована. Так что хочешь жить, умей вертеться, умей зарабатывать. Как-то же могут. Да, конечно, в нише не везде такие дома, но таких домов много.
Какая зелень. Дорогу отделяют елочки. И плюс еще сами дома вот из таких живой изгороди, стоек. Ну супер дома, конечно. Какая красота. Вот это на доме, на фасаде. Это виноград дикий. Он будет зеленый. Сейчас пока он лысенький стоит. Но когда придет весна, все будет смотреться намного красивее. На противоположной стороне не такие красивые дома, но тоже неплохи. Вот эти дома, они похожи. Я думаю, что это был какой-то застройщик один. Потому что они все из красного кирпича. И даже отделка похожа. Вот белые колонны. Это не знаю, что за здание. Сейчас посмотрим. Не знаю, что-то коммерческое. Но больше всего мне нравится ландшафт. Сейчас мы будем туда вниз спускаться, в центр города. Я не люблю равнины совсем. Хотя моя родина, там тоже степь. Конечно, Крым гористый, но именно где я родилась и выросла, это Керчь, там степи. Там гор нет. Ну, и, можно сказать, практически нет. Есть там одна гора, Митридат называется. Очень красивый вид сейчас вот перед нами. Просто супер. Вот эта гора вдалеке. Там, кстати, уже Нишка-баня. Чуть-чуть еще левее. И там будет Нишка-баня. Собачки. Это не на нас, это на другую собачку, которая мимо проходила. Вот дорога идет вниз, ниже. Там центр города. Мы сегодня идем в дальний центр города. От нас вообще центр города, я уже говорила, 7 минут на автобусе. Ну и пешком, наверное, минут 20. В зависимости от того, в какой район центра нам нужно.
Дошли до реки Нишава. Чтобы попасть в центр, нам всегда нужно перейти через реку. Мостов здесь много. Я даже точно не знаю еще пока сколько. Знаю 4 моста. Думаю, что их больше. В этом месте Нишава достаточно узкая, я бы сказала. Она шире. Все, пока что зима еще такое серенькое, без листочков. Когда все расцветет, будет красиво. Мы вышли еще к одному Лидлу. Вот, достаточно красиво. Река смотрится. Вот он Лидл. Такой же есть рядом с нашим домом и есть ближе туда, к центру. Центрее, скажем так. Как минимум, я их знаю здесь 3. Может быть, если кто местный из Ниши, напишите. Может, меня поправят, может, их больше. А с этой стороны, вот через мост мы переходим, открывается шикарный вид на красивую церковь. И сзади вот там вот горы. Это уже район Нишкобани. Очень-очень красиво. Церковь очень большая, она издалека кажется небольшой. Я здесь не была ни разу, честно скажу. Не заходила. И даже не знаю, как она называется. Нужно погуглить. Как красиво горы. Конец января. Здесь вот какие почки уже почти распускаются. Вот магазин Юск. Здесь есть еще один мебельный магазин. Большой. Даже не один, их тут, по-моему, 3. Мы здесь много чего покупали, когда обставляли свою квартиру. И один из прекрасных представителей мастеров, которых, к сожалению, в Сербии не могу про всех так сказать, но человек, который нам помогал, ну, естественно, не безвозмездно, но он много у нас мебели собрал, много там дрелил, присверливал, вешал нам полки разные. Он как раз работает доставщиком-сборщиком в Юске. Вот, он просто настолько подходит серьезно, делает все тщательно, аккуратно, просто супер. Вот. Нельзя, конечно, про всех мастеров в Сербии так сказать, а он просто супер. Мы бежим в Макдональдс, нам очень нужно в Макдональдс. Вот на горе очень красиво смотрятся домики, частный сектор. Какая красота. А самое главное, что мы добежали до Макдональдса. Сын уже там. Не потому, что нам срочно захотелось покушать, а потому что срочно захотелось
в туалет. Narodno stajalište, vojna bolnica. Stajalište, medicinski fakultet. Почта. Мне, кстати, нужно на пошту. Потому что мне прислали уведомления, какие-то документы, видимо, мне нужно получить. Я думаю, что это из электродистрибьюции. А вообще я сейчас иду вот к этому дереву. Я с обратной стороны улицы увидела, что там огромные красивые шишки. И если они есть на земле, то я соберу немножко шишечек, потому что я буду делать поделки уже теперь к следующему Новому году. Потому что в этом году я хотела сделать, но не нашла шишки. Да, немножко есть. Обалдеть. Посмотрите на эти шишки. Она, наверное, сантиметров 18. О, какой красавчик тут гуляет. Ты посмотри. Тоже черно-белый, но у этого много белого. У нашего... Да, бело-черный. У нас черно-белый. Такой уголок здесь вообще супер. Зеленый. Вот они, шишки эти. Красотки. Просто красотки. Огромные. И вот такая арочка. Просто во дворе. Красиво. Из плюща. Весь центр города, он, конечно, более старый. Более такой советских времен. Югославские дома здесь такие. Панельки. Много панелек очень. Мне, конечно же, больше нравятся дома, которые сейчас строят. И вот в которые мы купили, в котором доме квартиру. То есть такие одноподъездные, небольшие домики. Вот эта вся красота будет весной. Это роза. Это арочка такая. То есть сейчас она страшненькая, лысенькая. А летом она будет вся цвести. Красиво. Сейчас мы проходим мимо парка Святого Саввы. Идем на рынок. Мы сегодня снова ходили весь день по Нишу пешком. Мы уже как уйдем, так и приходим уже поздно вечером, когда темно. Не знаю, почему так получается, это каждый раз.
В общем, мы зашли сегодня на рынок, купили, вернее, это мы купили сейчас в магазине, вот такой шикарный Golden, просто шикарный вообще. И пахнет здорово. По 120 динар яблочки. 120 динар это меньше 100 рублей. Были еще там яблоки по 115, какой-то сорт, не знаю, красные, крупные такие. И были даже в упаковке небольшие яблочки вот такие по 60 динар. Там в упаковке 2 килограмма было. Ну, то есть за килограмм 60 динар. Вот, еще мы купили молоко 130 динар. Вот такую, как всегда, водичку минеральную «Князь Милош» 59 динар. Ну, 60 динар, например, и это на рубли где-то меньше 50 получается, где-то 47-48 рублей. Здесь почти 2 литра, 1,75. Картошку сегодня купила дорогую. Вот картошка. Купила ее в магазине, потому что в Lidl мы сегодня не доехали уже. Ну, картошка, конечно, хорошая, но она стоит 80 динар. Была подешевле, там по 60, по-моему, но она была такая мягковатая, я не стала брать. Вот, на рынке мы взяли яйца сегодня. Там цены от... Куда? Брысь. На рынке мы взяли яйца сегодня. Цены там от 14 динар, то есть за десяток 140 динар, до 22, до 220 динар за десяток. Я взяла что-то средненькое по 18. Попробуем, не знаю. Но это дешевле, чем в магазине. В магазине от 20. Как бы дешевле 20 динар за яйцо я не видела. Вот, купили сегодня в пекаре еще опять. Захотелось сладенького. Вот такое вот, не знаю, внешне очень напоминает торт Наполеон. Оно было вот, оно небольшое, я не знаю даже сколько здесь грамм. Мне кажется, даже 100 грамм нет. Оно продавалось 2 плюс 1 по акции. То есть вот за 3 вот этих кусочка 290 динар. Вот. Каждый вот в такую отдельную укладывают коробочку. Еще мы купили изюм, который я беру уже последнее время. Часто вкусный. И вот такую вот сливу снова взяли. Вот. Мы ее брали в прошлый раз. Она обалденно вкусная. Она вкуснее, чем чернослив. Она мягкая, то есть она не пересушенная. Изюм стоил 700 динар за килограмм. Полкилограмма я взяла. И слива по 800 динар за килограмм. Вот. Сегодня еще такой казус произошел. Сын, когда расплачивался, случайно зацепилась. В общем, досталось нас было там 750 динар. И случайно зацепилась тысячная. И он не заметил и отдал продавцу. И продавец нам ее тут же вернул. Прям сразу. Вот. Он сказал, ошиблись и вернул 1000 динар нам. Вот. Так что вот такие хорошие люди в Сербии. А еще мы выходили сегодня сами из магазина, из продуктового только что, и на пороге валялись деньги. Я не знаю, прям вот разбросанные. Видимо, человек мимо кармана, что ли, положил, не знаю как. И прям вот несколько вот так вот свернуто, пальчик по несколько штук. И мы кассира позвали, сказали, что вот деньги лежат. Она забрала. В общем, ну, наверное, кто-то обратится, если вспомнит, где он их потерял. Вот, так что вот так бывает. Сегодня, пока мы гуляли по городу, я набрала вот такую кучу шишек. Огромных, красивых. Почему я их сейчас взяла? Потому что вот в этом году я хотела сделать веночек рождественский, но получилось так, что мы поехали в Нишкобаню, а там все убрали под деревьями, и мы не нашли практически ни одной шишки. Вот, а по городу тоже я не обращала внимания, что не было. А сейчас они лежали очень много, хорошего качества. Сейчас я их помою, высушу хорошенько, и на следующий год будет из чего сделать рождественский веночек.
Вот, так что, как говорят, готовь сани летом, так и я готовлю шишки после Нового года, чтобы их применить к следующему Новому году. Здесь, кстати, есть вот такие большущие. И есть вот такие вот совсем-совсем маленькие. Они тоже пригодятся для дизайна. А это веточка. Ту я сорвала. Я буду их посажу. Сделаю их поменьше. Разрежу на 3, наверное, так вот можно будет порезать. И чтобы они укоренились, я их высажу.